Сегодня у нас второй день встречи президента Межамериканской Теософской Федерации Isis Resende. Сегодняшняя ее лекция посвящена буддизму и психологии. Также мы следуем такому же алгоритму, как мы избрали вчера. Все вопросы оставляем на вторую часть. Можете использовать ручки, бумагу, записывать. Во второй части будут брифинг, вопросы и ответы, потом перерыв, потом круглый стол, где вы можете задать любой вопрос, если будут отвечать. У меня появилась вот такая футболка. Бразильскому теософскому обществу 100 лет. И теперь, да, вот в 2019 году, представьте, 17 ноября. Ну, то есть я теперь, можно сказать, член бразильского теософского общества, если я не из член. Я почетный член. Национальной секции. Национальной секции Бразилии. Да. Ну, меня практически приняли. 20 years before, there were just lodges, but not national sections. Now, 100 years of national section. А 20 лет назад до этого существовали только отдельные ложи. Это секции 100 лет. Национальные секции. Но мы будем надеяться, что наши секции будущие тоже скоро будут составлять 100 лет. Следующее воплощение. Ну все, спасибо, плодотворная работа. So let's keep quiet for 1 minute. Давайте посидим в тишине 1 минутку. Let's breathe deeply. Дышим глубоко. Thank you. Спасибо. Okay. Today the subject is very different from yesterday. I think only that lady was not here yesterday, no? Anna? Сегодняшняя тема очень отличается от вчерашней. Я думаю, только один человек не был вчера, который присутствует сегодня. Today we are going to talk about the voice of the silence. Нет, она ошиблась. Все, кто присутствовал вчера, все здесь. Все здесь. There are no new people here today. Oh. Сегодня мы говорим о голосе безмолвия. So the subject today is about the voice of the silence. Тема сегодня посвящена голосу безмолвия. And it is very significant that HPB dedicated the book to the elect. И имеет очень большое значение то, что Елена Петровна Блаватская посвятила эту книгу избранным. She said that it was a book for the few mystics of the Theosophical Society. Она сказала, что эта книга посвящена немногим мистикам внутри Теософского общества. And it's supposed to be a guide for practical life. И эта книга подразумевается, что она должна быть руководством для применения в жизни. And, well, of course, it's not possible to talk about everything the book says. Конечно, невозможно рассказать обо всем, что обсуждается в этой книге. But some topics are very clearly delineated in that book. Но некоторые темы очень четко описаны. As I told you yesterday, it was the last book published by HPB. Как я говорила вчера, это была последняя книга, изданная Еленой Петровной. But it was not written by her. Well, it was not her. She was not the author. She learned
by heart when she was trained in Tibet. Но она не была автором этой книги, она запомнила наизусть этот текст, когда проходила обучение в Тибете. And one thing that is very clear is that there are four ways of developing oneself. И одна мысль, которая очень ясно выражена, это то, что существует 4 пути развития. And these four ways are, Blavatsky talks about them, some more deeply, others lightly, but she talks about them in the voice of the silence. И в «Голосе Безмолвия» Елена Петровна Блаватская говорит обо всех 4 этих путях, о некоторых более подробно, о некоторых менее подробно. Well, let's talk about these ways of developing oneself. Поговорим об этих путях развития. The first one, we can say, the normal path. Обычный, первый из них мы можем его назвать обычный путь. And also we can see that these ways have a relation between the number 777. И также мы можем увидеть, что у этих путей есть связь с числом 777. It's supposed that from the moment we become human beings to the moment we become perfect beings, we have about 777 lives. Предполагается, что от момента, когда мы стали людьми, до момента, когда мы станем совершенными людьми, мы должны прожить где-то 777 жизней. If this number is symbolic or not, I don't know. Символическое ли это число или нет, я не знаю. But it's clear that marks a proportion. Но ясно, что количество жизней, которое нам предстоит, пропорционально распределено между этими путями. Well, so let's talk about the normal path. Поговорим об обычном пути. What is normal? Что такое обычный? We go slowly, Мы продвигаемся медленно, we keep on repeating faults, мы повторяем наши ошибки. we cry together, cry, Мы вместе плачем and we repeat the same faults. и продолжаем повторять те же самые ошибки. There is a saying that says that the human being is the only animal that hurts himself with the same stone. Есть такая пословица, что человек — это единственное животное, которое причиняет себе боль, спотыкаясь о тот же камень или наступая на те же грабли. But the big problem is that we don't hurt ourselves twice with the same stone. We hurt ourselves 700 times with the same stone. Но проблема не в том, что мы как бы вредим себе дважды одним и тем же способом, а мы себе вредим 7 сотен раз одним и тем же образом. So there is one moment that you say, this stone again? No. Так что мы можем сказать себе однажды те же самые грабли нет, ни в коем случае. I want to learn about life. I want to be intelligent. I want to know the rules. This stone again? No. Я хочу понять жизнь, я хочу быть умным. Наступить на те же грабли опять нет, ни в коем случае. Then you start an intelligent path. Тогда мы начинаем двигаться по умному пути. And that intelligent path is called open path. И этот путь ума или умный путь называется открытый путь. And of course, it's quicker than the other one. И, конечно, он быстрее, чем первый путь. You start studying, you start realizing the laws of life, but you are interested in your own development. Мы начинаем учиться, мы начинаем понимать законы жизни, но то, в чем мы заинтересованы, это наше собственное развитие. Oh, but after you start
knowing a little bit about life, После того, как мы что-то узнаем о жизни, you realize that other people have similar problems. мы начинаем понимать, что у других людей тоже похожие проблемы. So you start sharing what you learned. Поэтому мы начинаем делиться с ними тем, что мы узнали. But you are worried about your own development. Но все же мы беспокоимся о нашем собственном развитии. But there is a moment where your development goes on and on and on. Но по мере того, как наше развитие продолжается и продолжается, наступает определенный момент. You start getting more sensitive. Мы начинаем становиться более и более чувствительными. That you realize that the suffering around you is much bigger than yours. И мы наконец понимаем, что страдания, которые вокруг нас, намного больше, чем наши собственные страдания. Then you sort of step aside and you see that you are not able to help people as much as you would like to. И мы как бы оставляем себя в стороне и понимаем, что мы не способны помочь людям настолько, как мы этого бы хотели. Then you start looking for development and for knowledge in order to help others. Тогда мы начинаем учиться и развиваться с целью помочь другим. And this moment you pass from the open path to the hard path. И в этот момент мы переходим с открытого пути на путь сердца. And when you pass to the hard path, И когда мы переходим на путь сердца, you attract the attention of great beings that have already passed through the challenges we are passing now. когда мы привлекаем внимание великих существ, которые уже преодолели те вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся. So, there is a big difference between the open path and the hard path. Поэтому есть огромная разница между открытым путем и путем сердца. Because in the hard path you get associated with the masters of wisdom. Потому что на пути сердца мы получаем связь с владыками мудрости. Well, and of course, the hard path is much quicker than the open path. И, конечно же, путь сердца намного быстрее, чем открытый путь. Because in the hard path, you may develop abilities, you may produce energies that you were not able to produce yourself. Потому что на этом пути мы можем развить в себе энергии и способности, которые сами своими силами мы бы не смогли развить. Because there is an association with higher beings. Потому что у нас есть эта связь с высшими существами. So the danger to slip is much bigger. Поэтому возможность подскользнуться намного больше. Everything you do with your own legs is safer than when you get an extra energy and you may go astray. Когда мы идем своими ногами, опасность меньше, чем если мы получаем дополнительную энергию. И если мы тогда подскользнемся, то мы можем очень сильно уйти в сторону, заблудиться. And if you go astray, it leads you to the dukkha path. Если мы заблуждаемся, уходим в сторону, то мы становимся на путь дукха. In fact, it's not a path. На самом деле это и не путь. It's just a slip. Это момент, когда кто-то подскользнулся. And from what I read, Из того, что я читала, karma comes and beats you very well. Карма приходит к такому человеку и основательно его побивает. Then you
go back to the path. И тогда он может вернуться обратно на путь. So, especially the Mahatma letters, they say that is very rare a person that goes completely astray. Особенно в письмах Махатм сказано, что это очень редко, когда кто-то совершенно уходит в сторону. That leads to annihilation. Потому что это ведет к аннигиляции, к уничтожению. But they say that is rare. Generally, there is a split and coming back. Но они говорят, что это очень-очень редко, а обыкновенно происходит уход в сторону и потом возврат. Well, and it is supposed that we spend 700 lives in the normal path. И предполагается, что мы проводим 7 сотен жизней на обычном пути, 70 in the open path, 70 на открытом пути and 7 in the hard path. и 7 на пути сердца. And there is something, of course, if it is 700 to 70 to 7, in 7 lives, you have to undo everything you did in 770 lives. В этом случае за 7 жизней мы должны исправить все, что мы натворили за 7 сотен жизней. So of course it must be very difficult. No? Поэтому, конечно, это должно быть очень сложно, очень трудно. And the thing is that the hard path, we cannot say that it is the heart of wisdom, the path of wisdom. Мы не можем так сказать, что путь сердца – это путь мудрости. Of course, it has some wisdom of discernment. Конечно, в него входит некая мудрость развлечения. Because in order to undo things that you did in the past, you must have discernment in the choices of life. Потому что, чтобы исправить то, что мы наделали в прошлом, нам нужно уметь различать то, с чем мы сталкиваемся в этой жизни. And it's very often that we see that great people, very developed people, live awful lives. И мы часто видим, что очень такие выдающиеся и сильно развитые люди ведут очень плохой, отвратительный образ жизни. We can certainly talk about the difficulties that HPB passed through. Мы, конечно, можем вспомнить и о трудностях, которые выпали на долю Елены Петровны Блаватской. To undo things sometimes is very painful. И исправлять то, что мы сделали в прошлом, иногда очень-очень болезненно. But if you see the other side of the coin, Но если мы посмотрим на обратную сторону медали, to carry wrongdoings is also not good. нести на себе этот груз дурных дел дальше, это тоже не очень здорово, не очень хорошо. Because this wrongdoings is mistaken conceptions we take in our minds. We take something to be true, which is not true. Потому что эти дурные деяния происходят из тех дурных, неправильных представлений, которые существуют в нашем уме, когда мы считаем, что что-то хорошо, что на самом деле плохо. Well, we can talk about the 3 motivations. Next slide. Можно поговорить о 3 мотивациях. There is a picture of a hospital. Можно представить картину или вид госпиталя или больницы. You know, leper. Прокаженные. There is this hospital with a lot of lepers and only one doctor. Есть больницы, где очень много прокаженных, и на них только один доктор. There is a lot of suffering, and it's very difficult for the doctor to be able to treat all the patients. Вокруг него очень много страданий, и доктору очень трудно лечить всех больных. So, comes someone that
knows how to do some massage. И вот приходит кто-то, кто знает, как делать массаж. Someone that's very good to elevate the humor of people. Кто-то, кто может очень хорошо поднять настроение больным. And someone that can put this, how can I say, the bags to treat hurts, Bandages, plasters. Yes. И кто-то, кто может накладывать лечебные повязки, мази и так далее. What does the doctor do in this case? Что же будет доктор делать в таком случае? He can see that these three people, they want to help, but they don't know how. Он может видеть, что эти три человека хотят помочь, но они не знают как. So he takes these three people personally and train them. Поэтому он лично обучает этих трех людей. So that in few years he will have 4 doctors and not only him. И через несколько лет таким образом будет 4 доктора, а не только он один. And that's very much a description of the heart path. И это, в общем-то, описание пути сердца. And of course, what is the first requisite? И что же есть первое требование? Altruism. Альтруизм. Because if they don't want to help others, why should the doctor bother to train them? Потому что если они не хотят помогать другим, тогда зачем доктору заниматься ими и обучать их? But after altruism, they must be trained. После того, как они имеют альтруизм, их еще нужно обучить. And there is the aphorism 144 of the Voice of the Silence. И есть афоризм 144 в Голосе Безмолвия, That says, который говорит: to live to benefit humanity is the first step. жить так, чтобы приносить пользу человечеству, это первый шаг. To practice the glorious paramitas is the second. Практиковать славные парамиты, это второй шаг. So this 144 aphorism is like the heart of the Voice of the Silence. Поэтому вот этот отрывок, это как бы сердце этой книги «Голос Безмолвия». But, well, in this picture, the book has 3 chapters. Но если мы смотрим на эту картину, то в книге есть 3 раздела, 3 главы. One is called Fragment 1. Первая называется «Фрагмент 1». The other is called the 2 paths. Второй называется «Два пути». And the third one is called the 7 portals. И третий называется «Семь врат». And this Fragment 1 doesn't say very much, no? И в этом фрагменте 1 не очень много сказано. From what I read, from what I have seen, Fragment 1 marks the change from normal life to spiritual life. Из того, что я видел, из того, что я читал, я делаю вывод, что фрагмент 1 показывает переход из обычной жизни в духовную жизнь. 2 paths, open path, heart path. Два пути – это открытый путь и путь сердца. So the second chapter, that's called 2 paths, marks the difference between living to develop yourself in an intelligent way, or if you are going to go in the sacrifice line, if you are going to go, if you are going to develop enough altruism in order to train yourself to help others. Поэтому это второй раздел, который называется «Два пути», показывает разницу между тем, чтобы жить, развивая ум и учась, и между тем, чтобы жить, служа другим, и идти по пути самопожертвования. And the third chapter only talks about
what is called the Bodhisattva path or the heart path. И уже третий раздел 7 врат говорит только о пути сердца или пути бодхисаттвы. So, coming back, you see that HPB first talks about the normal life towards the spiritual life, but she was interested in the spiritual life. Поэтому мы можем видеть, что в первой части Елена Петровна Блаватская говорит о переходе от обычной жизни к духовной жизни, но, конечно, ее интерес лежит в духовной жизни. And the same with the second one. She talks about the open path and the Bodhisattva path, or it's also called the eye path or the heart path, the Bodhisattva path. Well, there are several names, but she talks about the open path as only to make a difference. But her interest was on the Bodhisattva path. Также, что касается и второго раздела, она говорит о открытом пути и о пути сердца, но ее интерес, естественно, связан с путем сердца, который также имеет много имен, это и путь бодхисаттвы и так далее. Strictly speaking, the third chapter is the heart of the voice of the silence, the Bodhisattva path. Строго говоря, третий раздел – это сердце книги «Голосе Безмолвия», это то, что посвящено пути бодхисаттвы. And it's very much linked with Buddhist tradition, especially with Tibetan Buddhism tradition. И это очень тесно связано с буддийской традицией, особенно что касается тибетского буддизма. In the Buddhist tradition, they talk about 6 parameters. В буддийской традиции говорится о 6 параметрах. Blavatsky talks about 7. А Блаватская говорит о 7. She adds one, maybe to clarify a little bit more the path. Она добавляет еще одну, наверное, для того, чтобы прояснить несколько путь. And this path can be represented in several ways. И этот путь можно представить разными способами. One way the Buddhism tradition presents is a river. Одна аллегория, которую используют буддисты, это река. One side is suffering and all the bad things that we live in our lives. На одной стороне лежит страдание и все плохое, что у нас есть в жизни. The other side is happiness, freedom, truth, but we have to cross the river. На другой стороне счастье, свобода, истина, но мы должны пересечь эту реку. And to cross the river there are several steps. И чтобы пересечь эту реку, есть несколько шагов. But the way HPB presents in the voice of the silence, it's like portals, like doors. Но то, как Елена Петровна Блаватская это излагает, это 7 дверей или 7 врат. And she presented us doors with keys that may open. Она представляет это как двери, которым нужны ключи, чтобы их открыть. And also the lack of qualities that may rupture the key and the key doesn't open. А также есть качества, недостаток которых приведет к тому, что эти ключи заржавеют, и поэтому их нельзя будет повернуть и открыть двери. And all this path, steps, is to develop the Buddha nature in us. И весь этот путь ведет к тому, чтобы развить в нас природу Будды. Next slide. And it's very, very touching, this 107 aphorism. Очень трогательный афоризм номер 107. Oui? Увы, увы, все люди обладают Аллаей, будучи едины с великой душой, но несмотря на то, что они обладают ей, она так мало может им помочь. You see, this is I, suffering. Видите, это связано со страданием. And we all possess the universal soul. Мы все обладаем вселенской душой. It means our
personal soul comes from the universal soul and it's linked with it. Это значит, что наша личная душа происходит из вселенской души, и она имеет с ней связь. But if we don't realize, makes no difference. Но если мы этого не осознаем, то в нашей жизни ничего не меняется от этого. So, to develop the Buddha nature in us Поэтому для того, чтобы развить в нас природу Будды, is to open ourselves to this connection with the universal soul. мы должны открыть в нас эту связь со вселенской душой. Let's go to the next one. Read it. Алая, вселенская душа в своем мистическом значении идентична с Акашей, а в своей сущности с Мула-Пракрити, так как она есть основа или корень всех вещей. Next one. Read. Увы, так мало людей пользуются бесценным даром постижения истины, верного понимания сущего, познания небытия. That's not what we need, the priceless boon of learning the truth. Разве это не то, что нам нужно, бесценный дар познания истины, The right perception of the existing things. верного понимания сущего? The medicine is inside our hearts. Лекарство, которое мы ищем внутри нашего сердца. Next one. Cool. Умудри, что делать мне, чтобы приблизиться к совершенству? So, in order to get to this stage, we have to look for the path. Чтобы приблизиться к этому этапу, нам нужно разыскивать путь. Next one. Разыскивай пути, но будь чист сердцем, Улану, прежде чем начнешь свое странствие. Ранее, чем сделаешь первый шаг, научись отличать реальное от ложного, приходящее от пребывающего. И стремись более всего отделять знание ума от душевной мудрости, учение ока от учения сердца. Oh, that means that when we get more and more in contact with the spiritual energy, Это означает, что по мере того, как мы все более и более входим в контакт с духовной энергией, that spiritual energy will make grow the best part of ourselves. эта духовная энергия придаст рост всему лучшему, что есть в нас, But also our difficulties. но также увеличит и наши трудности. If we have a garden and we put some abono, how do you say? Put things for the plants, like shit. Some nutrition to Yes, plants yes. to grow. Yes. Если у нас есть сад, и мы удобряем почву в этом саду, That will make grow the plant you want, but also the weeds. эти удобрения будут питать и те растения, которые мы хотим вырастить, но и сорняки тоже. So the need for purification when you go in higher levels, it's more important. Поэтому необходимость очищения все более возрастает по мере того, как мы переходим на более высокие уровни. Next one. Yes. So we have to prepare the land. We have to work ourselves in order that the spiritual energy will not make us slip down and do wrong things instead of developing ourselves. Поэтому нам нужно подготовить почву, нам нужно подготовить себя для того, чтобы духовная энергия, которую мы получим, не увела нас в сторону, не заставила нас подскользнуться и нанести вред себе и другим. And when we see Christianity, Если мы посмотрим на христианство, maybe it seems that it's only purification, no self-development. может быть, может показаться, что все оно связано только с очищением себя и не связано с развитием себя.
like be good, be saint, be that, be that. Будь хороший, будь святым, будь таким, будь таким. And this is a real need, but you have to not only adopt a pattern, you have to change yourself. И это на самом деле нужно, но мы должны не только перенять некую модель, мы должны на самом деле измениться. Next one. Read. Избегай неведения, но остерегайся также и иллюзии. Отврати свой лик от обольщения мира сего. Не доверяй своим чувствам, ибо они лгут. Но внутри твоего тела, ковчега твоих ощущений, в безличном ищи вечного человека. И, найдя его, гляди вглубь, ибо ты Будда. In order to do all this, we have stages. And these stages are presented in the voice of the silence as the three holes. Next one. Чтобы это сделать, мы должны пройти 3 этапа. И эти этапы описаны в «Голосе Безмолвия» как 3 чертога. And there are different ways of talking about the same thing. Можно об одном и том же говорить по-разному. The voice of the silence talks about the first hole as the hole of sadness. И «Голос Безмолвия» говорит о первом чертоге как о чертоге скорби. Sometimes it's called ignorance too. Также он иногда называется чертогом неведения. The second hole is called instruction. А второй чертог называется чертог обучения или познания. And the third hole is called wisdom. А третий это чертог мудрости. If you go to alchemy, Если мы обратимся к алхимии, there is the nigredo, there is the albedo, there is the rubedo. есть 3 вот эти вещи. Нигредо, рубедо, Negro, black, черный, black, albedo, white, and rubedo, red. red. Black, white and red. Yes. Like black, you are blind, dealing with your suffering. Когда черный, тогда мы как бы вслепую сражаемся, боремся с нашими страданиями. But then there is a ray of light that comes, Потом к нам приходит некий луч света, becoming white, становится белым, but you have together with the white a lot of rubbish together. но есть одновременно и свет, и тьма вместе. But there is a moment where you start burning all the rubbish, and that's the red. Наступает момент, когда вы начинаете как бы сжигать весь мусор, который вас окружает, и тогда это становится красным цветом. And that is very much related to the 3 holes of the voice of the silence. И это очень сильно соотносится с 3 чертогами голоса безмолвия. If you talk about masonry, it is the same. Если мы будем говорить о масонстве, то там то же самое. The first hole is where you learn, where you are blind. Первый чертог это зал, где мы слепы. The second is where you become a humanity helper. Во втором чертоге мы становимся помощниками человечества. The first one is the development of emotions, На первом уровне or purification of emotions. мы занимаемся очищением наших эмоций. Second one is mind development. Второе это развитие ума. But only in the third one you are going really to change. Но только на третьем этапе мы на самом деле изменимся. And it's very interesting how HPB talks about these 3 stages. Next one. Очень интересно, как Елена Петровна Блаватская говорит об этих 3 этапах. Yes. 3 чертога, о усталый странник, ведут к окончанию многотрудного пути. 3 чертога, о победитель Мары, проведут тебя через 3 состояния в 4-е, а оттуда в 7 миров, в миры вечного покоя. Next. Земля — это, ученик, есть чертог скорби, где по всему пути тяжких испытаний расставлены западни.
чтобы уловить твое «я» обольщением, имя которому великая ересь. The whole of suffering is sadness. Чертог страданий называется скорбью. And this is linked with the great heresy. И это связано с великой ересью. And this great heresy is linked with the senses. А эта великая ересь связана с нашими чувствами. With our senses, our 5 senses, Через наши 5 чувств we feel ourselves separate from others. мы воспринимаем себя как отдельные от других. And that creates all the suffering. И это создает все страдания. And but if we think a little bit, we can realize that we are less separate from others than we think. Но если мы немного об этом поразмыслим, мы можем понять, что на самом деле мы отделены друг от друга намного меньше, чем кажется. 2/3 of our body is water. 2/3 нашего тела – это вода. Can I say the water is mine? Могу ли я сказать, что это моя вода? Enters and goes, no? Она входит и выходит. But there is something more significant. Но есть что-то еще более важное. Oxygen. Кислород. 5 minutes without oxygen, gone. 5 минут без него, и все, жизнь закончена. Can you tell oxygen is yours? Можем ли мы сказать, что это наш кислород? We live in the sea of air, of oxygen, that is vital to ourselves. 5 minutes without it, gone. Are we really separate? Мы все вместе живем в океане воздуха, который нам жизненно необходим, и 5 минут без него, и мы умрем. Можем ли мы сказать, что мы на самом деле отделены друг от друга? But we feel we're separate. Но мы... Oh, I'm better. Oh, I'm worse. No, I'm lonely. Oh, I want to grow. I want to be rich. I want to have a lot of property. We think all this nonsense. Но мы чувствуем себя отделенными. Я слабый, я сильный, я богатый, я бедный. Я хочу вырасти, стать более обеспеченным и так далее. И мы продолжаем чувствовать все эти глупости. And, well, the second hall, where HPB talks about instruction, Во втором чертоге, о котором Елена Петровна рассказывает про обучение, she makes a difference that is also difficult for us to realize. она объясняет, что его нам тоже трудно пройти. No, but we have to read it first. Если хочешь благополучно пройти первый чертог, не позволяй своему разуму принимать горящие в нем огни вожделения за солнечный свет жизни. Well, this, of course, this safely is a word that we may take a little bit safer, not safely. Конечно, это слово безопасно и благополучно. Мы, возможно, стоит его воспринимать в смысле несколько более благополучно, несколько более безопасно, а не совсем благополучно или совсем безопасно. And it clearly, she clearly talks about sensations, and lust is completely linked to sensations. И она ясно говорит о чувствах и ощущениях, и вожделение напрямую связано с ощущениями. But see that she says, don't mistake the fires of lust from the sunlight of life. И вот видите, она говорит, не ошибайтесь, принимая горящие в нем огни вожделения за солнечный свет жизни. She doesn't say, be a celibatary. Она не говорит, придерживайтесь целибата. But she says, don't mistake. Но она говорит, не Don't mistake the sun with the candle. Не принимайте солнце за свечу. And the senses sometimes are so powerful in our lives that we mistake.
чувства иногда настолько сильны в нашей жизни, что мы делаем такую ошибку. And we have to go on giving to our personality what the needs that she or he, depending, has, but not mistaken the senses or the sensation of lust, of eating or whatever from the Son of Light. Мы должны продвигаться вперед, обеспечивая нашу земную личность всем, что ей необходимо, но при этом не путая наши чувства, наши ощущения с солнцем жизни. But the second hall, she talks about learning and its mind process. The senses are more linked to emotions. The second learning, it's linked with mind. Can you read it? Говоря о втором чертоге, она говорит об уме, о развитии ума. И первый чертог связан больше с развитием эмоций и с работой с эмоциями, второй же с умом. Имя второго чертог познания. В нем душа твоя найдет цветы жизни, но под каждым цветком свернулась змея. And a difference that she makes that is not so easy to see is the difference between our illusions that we create with our minds, like castles, like daydreaming, and prison to sensations. It's sometimes it's difficult for us to differentiate one from the other. Иногда очень трудно сделать разницу между нашими фантазиями, когда мы строим какие-то воздушные замки и так далее, и иллюзии наших чувств. Next one. Если хочешь благополучно миновать второй чертог, не останавливайся, дабы вдохнуть дурманящий аромат его цветов. Если хочешь освободиться от цепей кармы, не ищи своего гуру в этой стране майи. That means that we should not stay too long feeding illusions. Это значит, что мы не должны слишком долго продолжать питать наши иллюзии. We have to go further. We have to go to the wisdom hall. Мы должны продвинуться дальше и попасть в чертог мудрости. And the next two will show the characteristics of the wisdom hall. И следующие две цитаты показывают качество чертога мудрости. Мудрые не медлят в обители чувственных утех. Мудрые не внимают сладкозвучным голосам иллюзий. So here, put back. There is the 30th. There is a clear differentiation. The wise ones are not attached to the senses. The wise ones are not attached to illusions. So two different things. И здесь ясно выделяются две вещи. Мудрые не привязаны к чувствам, к ощущениям, и мудрые не привязаны к иллюзиям. So the senses are the first hall. Illusions are the second hall. Поэтому чувства и ощущения – это первый чертог, а иллюзии – это второй чертог. But then you think, oh, when I have wisdom, everything is gone. No. Но потом мы можем подумать, если у нас есть мудрость, то тогда у нас все в порядке. Нет. Now you have to choose properly. Теперь мы должны сделать правильный выбор. Next one. Next one. Yes. Ищи того, кто даст тебе жизнь в чертоге мудрости, который находится далее, где неведомы тени, где свет истины сияет в неугасимой славе. And this is very much linked to what I said before, that the third hall is linked with higher energies. И это очень связано с тем, что я говорил раньше о связи третьего чертога с энергиями более высокого уровня. And the association with these higher beings will help us to develop the next one. И наша связь с более высокими существами поможет нам
развить в себе. But we may say, it's not that what we are doing. Но мы можем подумать, это не то, чем мы занимаемся. Are we liberated? Достигли ли мы освобождения? And I ask, why not? И тогда я спрошу, почему нет? Next one. Next one. Да? Как же мы попадем в чертог мудрости? The problem is that we are self-centered. Проблема в том, что мы зациклены на себе. Until the moment we don't get, until the moment we get some significant amount of altruism, we will not be able to go to the hall of wisdom. До тех пор, пока мы не обретем некого значительного альтруизма, мы не сможем попасть в чертог мудрости. Then it comes aphorism 66 and furthers that will show us how to do it. И потом афоризм 66 и дальше показывает нам, как же это сделать. Помогай природе и работай заодно с ней, и тогда природа признает в тебе одного из своих творцов и станет покорна тебе. И она откроет перед тобой широко вход в свои сокровенные недра, обнажит перед взорами твоими сокровища, заключенные в глубинах ее чистого девственного лона. Okay, next one. Незапятнанное касанием материи, она раскрывает свои сокровища только никогда не смыкающимся очам духа, для которых нет покровов ни в одном из ее царств. And that shows us that if we help nature, nature will open the doors for us, but it will show the treasures only to the eye of the spirit. Это показывает, что если мы помогаем природе, она откроет перед нами двери, но она покажет свои сокровища только очам духа. So only altruism is not enough. Поэтому только альтруизм все-таки недостаточно. We have to develop ourselves in order to be able to see the treasures nature show us with the eye of the spirit. Мы должны развить себя таким образом, чтобы суметь увидеть глазами духа те сокровища, которые показывает нам природа. Next one. И откроет она тебе способ и путь, и укажет тебе первые врата, и вторые, и третьи, вплоть до самых седьмых. Next one. И за ними цель, за которой, купаясь в солнечных лучах духа, пребывает слава невыразимая, увидеть которую можно лишь глазами души. Okay, we may say, okay, isn't it too difficult? Мы можем сказать, ну хорошо, не слишком ли это трудно? And there is also an answer that comes from aphorism 173 to 176. И ответ содержится в афоризмах 173-176. Никто улану не становится арханом в той жизни, в которой душа впервые изведала тоску по конечному освобождению. И все же, о встревоженный, ни один воин, добровольно стремящийся в жестокую схватку живого с мертвым, ни один новобранец не может быть лишен права вступить на путь, ведущий на поле брани, ибо он должен или победить, или пасть. Если победит, воистину он получит нирвану, но ранее, чем сбросит он свою тень, бренную оболочку свою, чреватую причинами страданий и скорби беспредельной, люди будут почитать его как великого и святого Будду. Но даже если он потерпит неудачу, он падет не бесплодно. Враги, сокрушенные им в последней битве, не вернутся к жизни в последующем воплощении его. Oh, the meaning of this is that there are several things we have to learn in order to get rid of our imperfections. Смысл этого в том, что мы должны освоить несколько вещей для того, чтобы избавиться от наших несовершенств.
But everything we learn Но все, что мы осваиваем, doesn't come back in the next life. Уже эти проблемы уже не вернутся к нам в следующем воплощении. So we have 20 problems. We learn 2 lessons. Если у нас 20 проблем, и мы выучим всего 2 урока, Next life we have 18 to deal with. следующий у нас останется 18, с которыми мы должны будем справиться. Because no one will get free in the first life he wishes to be free. Потому что никто не сможет освободиться в первой же жизни, когда он захотел освободиться. And that's very clear that when the person develops altruism, is adopted by a master of wisdom, he will take at least 7 lives to get there. И очень ясно то, что когда человек развивает в себе альтруизм и учитель мудрости принимает его на обучение, должны пройти 7 жизней до того, как он достигнет освобождения. And we want to be free in one weekend. А мы хотим освободиться за одни выходные. Well, let's do it well, the things we have to learn. Давайте же хорошо освоим те уроки, которые мы должны выучить. Because each step we really give, that will be a problem less next birth. Потому что каждый шаг, который мы делаем, уберет одну проблему из следующего рождения. Well, and that leads us to the Mahachohan letter. И это приводит нас к письму Махакогана. And in the letter of the Mahachohan, maybe all of you know it, it's very clear that it's not supposed of us Theosophists to just fight for our freedom. И в этом письме, как вы, наверное, знаете, сказано, что от теософов не ожидается, что они будут сражаться только за личное освобождение. But the Theosophist is the one who can lead others. Но теософ — это тот, кто может вести других. It's like being a monitor. It's like being a teacher assistant. Это похоже на то, чтобы работать помощником учителя в школе. Do we know what we are teaching? Знаем ли мы то, чему мы учим? We are still learning. Мы по-прежнему учимся. But we can become good students, Но мы можем стать хорошими учениками. and we can help others to learn. И мы можем помочь другим обучиться. In the Key to Theosophy, Blavatsky talks about a great teacher, math teacher called Maxwell. В ключе к теософии Блаватская говорит о великом ученом математике Максвелле. She says, do you think Maxwell will come to teach little children how to put 2 + 2 it's 4? Она спрашивает: вы думаете, что великий ученый Максвелл пойдет к маленьким детям, чтобы учить их складывать 2 и 2? Maxwell had more important things to do. У Максвелла были более важные занятия. But we can learn and can teach humanity the ABC of life. Но мы можем научиться сами и потом обучать человечество алфавиту жизни. Becoming monitors, becoming teachers, assistants. Таким образом мы станем ассистентами учителей. And I think that's pretty much what they expect from us. Я думаю, это более или менее и есть то, что они от нас ожидают. That we become good students in order to help others. Что мы станем хорошими учениками и сможем помогать другим. Now you have a lot of reading. Which one? Oh, yes. Let me tell about
before you read. There was this lady, Francesca Arundale. She was elected the treasurer of the London Lodge. And you can imagine, there was Blavatsky there was Sinnett there was Alcott there was Hume, there are big names. Maybe she thought, oh, I can keep the accounts. And well, maybe she didn't think, that's at least is what I get, she didn't think she would be able to help others. But she was a serious person, and she lodged HPB for some time in her home. So the aura of HPB, the wireless telephone, was there. So she was able to get some letters, and some letters are very important. And what Master Kutumi tells her, it's completely fit for us. Maybe we don't think we are so much that we can help, but there is a task for us, and I would like Sviatoslav to read the task. Франческа Арундейл была казначеем лондонской ложи, и когда она находилась на этой должности в Лондоне, там были и Олькот, и Блаватская, и так далее, великие теософы, и она думала, что, может быть, она не может на самом деле сильно помочь другим, а только будет заниматься, в общем-то, счетами и так далее. Однако она была серьезным теософом, и некоторое время Елена Петровна Блаватская останавливалась в ее доме. Там, в этом доме, пребывала аура Елены Петровны, и сохранялась некая беспроводная связь, да, с учителями. Поэтому Франческа Арундейл смогла принять некоторые письма, очень важные письма для себя. И то, что учитель Кутхуми говорит ей, мне кажется, очень подходит и нам, и сильно относится к нам. Мы не должны думать, что мы не можем помочь другим. Вы думаете, что истина была показана вам ради вашего исключительного преимущества, что мы прервали молчание столетий единственно ради пользы горсточки мечтателей? Сходящиеся в одну точку линии вашей кармы потащили каждого в отдельности и всех вас вместе в это общество, как в общий центр, в котором каждый из вас должен добиться результатов ваших прерванных начинаний в прошлом рождении. Никто из вас не может быть так слеп, чтобы предположить, что это ваше первое касание к теософии. Вы, несомненно, должны ясно понимать, что это было бы то же самое, что сказать, что следствие происходит без причин. Тогда знайте, что именно от вас теперь зависит, будете ли вы впредь бороться в одиночку за духовную мудрость в этой жизни и в следующем воплощении, или в компании с вашими нынешними союзниками, которые оказываются весьма полезными в случае взаимной симпатии и устремления. Благословения всем заслуживающим их. Well, I'd like to comment the last part. It seems strange after saying that we were all guided to this common focus called Teosophical Society. Я хочу прокомментировать последнюю часть. Может показаться странным, что после того, как мы все сошлись в одно целое, как Теософское общество. Then he says, it is for you to decide if you are going to keep together in the next, in this incarnation or in the next one, or if you will fight alone for spirituality. Затем сказано, что от нас зависит, будем ли мы, останемся ли мы вместе, или же будем сражаться в одиночестве за духовные достижения. He explains that if we keep together, universal brotherhood, we are helped by mutual sympathy and aspirations. Объясняется, что если мы останемся вместе, то нам будет помогать взаимная симпатия и взаимное устремление. But why it's a doubt
Но откуда же сомнение, что мы останемся вместе? Why it depends on us? Почему это зависит от нас? Because we are still children. Потому что We are still learning. мы по-прежнему дети, мы по-прежнему только учимся. And we may fight with each other. Мы иногда сражаемся, ссоримся друг с другом. And next life, we are born in Siberia or in Alaska. В следующей жизни мы родимся в Сибири или в Аляске. Maybe Syria? А может быть в Сирии. Oh, Brazil is good. Ну, в Бразилии хорошо. Brazil, we have a lot of Teosophical opportunities. В Бразилии у нас очень много теософских возможностей. But you may go to Alaska and look for a Teosophical book and you see alone looking for spirituality. Но если вы окажетесь But if we keep together, we are helped. Если мы окажемся на Аляске, мы можем долго искать теософскую литературу и не сможем ее найти, но если мы останемся вместе, то нам помогут. We are doing their work Мы делаем их работу together. вместе. We can be inspired by them. Мы можем получать от них вдохновение. Alone, you have to be like HPB, you see. You have to be developed in a way that we are not yet. Для того, чтобы пройти в одиночестве, мы должны быть настолько же развитыми, как, например, Елена Петровна, а мы еще не на таком уровне. So, let's keep together and let's help humanity. Так что давайте будем оставаться вместе и будем помогать человечеству. Thank you very much. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы по теме, которую раскрыла Изис, если есть, поднимаем руку. Пожалуйста, представьтесь. Галина Пёрова. Вчера я хотела задать свой вопрос, но в сегодняшнем своем выступлении вы ответили на все пункты моего вопроса. И я очень рада, что вы акцентировали внимание в том, что когда мы говорим о теософии и о преподавании теософии, мы больше акцент делаем на проведении идей, основных идей теософии, идей братства, идей работы на общее благо, идей альтруизма. И то, что для всех нас это очень важные ценности, проводить то высшее, что есть через нас для других. Tell me. Yesterday, I Yes. wanted to ask you a question, but in your Yes. today talk, you answered all points of my question. Oh, how good. So I'm very happy that you made an accent that when teaching theosophy, we're trying to talk about the main basic ideas, the main values, like the idea of brotherhood, altruism, working for the common will, common good. Mm-hmm. And it's very important to make the best that we have in ourselves work in our life. It's a great opportunity. Maybe we are looking for this opportunity for long lives. Это великолепная возможность, может быть, мы искали ее много жизней. Спасибо. Пожалуйста. Елена, хотела бы вас спросить вот по поводу пути зла, или духа, как вы сказали, да? Всевозможные проблемы, включая заболевания, это тоже отклонение от пути ума и пути сердца. Как считает? Yes. Yes. What about some simple illnesses or life problems? Do they also come from deviation from the path? What does Theosophy talk about? From the path of mind and path of heart? Okay. You see, there is karma that we talked about yesterday, and we sow and we receive what we sow. Есть карма, о которой мы говорили вчера, мы сеем и потом пожинаем то, что мы посеяли. For me,
path of evil is called black magic. Для меня путь зла называется черная магия. To be a black magic, you need to be a magic first. Чтобы стать черным магом, мы должны сначала стать магом, научиться магии. Black magic is a magician that slept, that went astray. Черный маг – это такой маг, который подскользнулся и сошел с пути. And that's why it's much more dangerous. И вот почему это намного более опасно. But I think we are in the preparing land process. Но я думаю, что мы находимся на этапе подготовки нашей почвы. We are getting the results of our actions. We are not magicians yet. Мы в основном только получаем плоды наших прошлых действий, пока мы еще не маги. I don't know you, but if you are like me, I have this conclusion. Я не знаю насчет вас, но если мы с вами похожи, то я делаю такой вывод. And but of course, it's very good that we have the direction to know that the value of it is to use for others. Очень хорошо, что у нас есть направление, в котором двигаться, и что ценность того, что мы делаем, это помогать другим. But of course, we are not saints yet. We are not in this level where we can become black magics. Ну, конечно, мы пока еще и не святые, и мы не на таком уровне, чтобы мы могли упасть так сильно, чтобы стать черными магами. Что говорит Теософия о таком понятии, как викарма? Викарма. What does Theosophy tell us about vikarma? About what? Vikarma. What's vikarma? Молодец. Это разновидность кармы, A type of karma. которая, в сущности, не может быть изменена. Очень жесткие условия. This is a type of karma that is very fixed, so fixed that we cannot change it. This is a special type of karma. Can you grow up a centimeter? Вы можете вырасти на сантиметр выше. Maybe with high heels, but Может быть, надев каблуки, да, но так нет. but you can grow like that, right? Можем вырасти вширь. There are things that are fixed, others not. Есть вещи, которые твердо зафиксированы, а другие вещи нет. The type of personality we have is somehow fixed, but we have to drive this personality and make the best use of it. Та личность, которая у нас есть, она, в общем-то, более или менее зафиксирована, но мы должны вести нашу машину, наш автомобиль правильным образом для положительных результатов в будущем. Спасибо большое. Вопрос можно. Вы говорили о чертогах. Мы понимаем, что это символ. Какой символ для вас? 3-4 чертога. Что это? Did you understand what? When we are talking about chambers, there's three chambers. Yes. We understand that this is a symbol. Oh, these are phases of life. Это этапы жизни. Yes. So, what is your favorite symbol of these three stages? Well, I think we might you know, we don't know, I don't know which stone is inside your shoes. Например, я не знаю, какой камень попал вам в ботинок. So we have each one to deal with the stone that is inside our shoes. Мы должны каждый заниматься той проблемой, которая у нас есть, камнем, который в нашем ботинке. Of course, what I'm going to say now, it's maybe not politically correct. То, что я собираюсь сказать, может быть политически некорректно. But Radha Burnier used to say, that's why I'm going to repeat. Но Радха Бернье говорила, и поэтому я собираюсь это повторить. That homosexuality was mind sex. Что гомосексуализм – это умственный секс.
that is not senses. That is mind. Это не связано с нашими 5 чувствами, это связано с умом. Because with the senses we are not attracted to the same sex. Потому что с помощью чувств мы не можем привлечься к тому же полу. But with the mind we can create a lot of things. А нашим умом мы можем много что создать. So are we stuck to the senses or are we stuck to the mind? Привязаны ли мы застряли ли мы на наших чувствах или мы застряли на уровне ума? Each one has to see in him or herself what is getting us, what is preventing us to go further. Каждый из нас должен заниматься тем, что мешает нам, каждому, продвигаться вперед. So this is a representation of the path we have to deal with ourselves. Поэтому эти 3 чертога – это образ того пути, которым мы должны двигаться, работая с собой. And the best we choose, the shorter the way becomes. И чем лучше выбор мы делаем, тем короче становится наш путь. In Brazil we have a saying that all ways lead you to Rome. В Бразилии есть такая фраза известная, что все пути ведут нас в Рим. But you can go via Tokyo. Но мы можем пройти в Рим через Токио. You go round, make it longer, more suffering. Это дольше, больше страданий и так далее. And it's for you to decide if you are getting a longer way with more suffering or if you're getting a shorter way with less suffering. И от нас зависит, выберем ли мы более длительный путь или более короткий, более интенсивный путь. Did I answer you? Спасибо огромное. Могу сделать добавление к этому? Моя Эдсон. Yes, please. Мысль такая. В тайной доктрине Елены Петровны Блаватская дает эти понятия 3 чертога, которые неминуемо идут и ведут к 4-му чертогу. Вот этот момент достаточно интересный в символизме. Если окружность или круг есть сознание, или жизнь, или путь, то есть те самые энергии или лучи, которые разделяют это сознание. Это дух, а это материя. Достаточно. Переведи, я So there is this idea in the sacred doctrine where HPB says also speaks about 3 chambers that inevitably lead us to the 4th chamber. Yes. So she это says, и есть. So she says this circle represents consciousness of life, and it is divided by rays. These rays are vertical spirit and horizontal matter. Yes. Так вот, символ 4 чертогов или этого пути 3 в 4 это просто крест. Крест, который на равной части делит нашу жизнь или наш путь. Рождение, жизнь, познание, мудрость. Это точки креста смерть, сейчас по чертогам идем. И бессмертие. А точки креста, они простые, да. Это рождение, это жизнь, это смерть и это бессмертие. 4-й чертог – это бессмертие. Это то самое, когда форма стала не формой. То есть наш путь завершился, и мы готовы перейти на следующий цикл. Вот такой символ. Только первую часть удалось поймать. So this cross divides our life into 4 sectors. Yes. Можно еще название секторов круга 4. Жизнь, Life, познание, knowing, мудрость, wisdom, бессмертие. immortality. Чертог. Но есть 4 точки There креста. are 4 points of the cross. Рождение, Birth, жизнь, life, смерть death, и бессмертие. immortality. 4-й чертог – это бессмертие, 3 в 4. And 4th chamber is Так immortality. развертывается семеричный крест. That's how the sevenfold cross. 7, 3 упало в 4. Falls into 4.
и мы имеем 7. Этих 7 ключей Елена Петровна в «Тайной доктрине» дает планы бытия. 7 планов бытия. 7 планов бытия, 777, о чем Изис говорила. Это дифференциация всего лишь, когда дифференцируется единое во множестве. Так вот, по поводу ключей такая мысль. Когда Елена Петровна говорит, что нужно 7 ключей, чтобы это все познать, узнать и делать открытие, в другом месте Елена Петровна в «Тайной доктрине» дает такую информацию. А вообще этот ключ один, и он единый. Если вы одним единым ключом сможете открыть все 7 путей или сфер, он истинный. А если нет, то на каждой вас ждет по 7 или дифференциация. Смысл объединения. I'd like to read again this 22. Я бы хотел еще раз перечитать одну цитату. Can you read it? Can you find it? Oh, but it's in English. Yes, go ahead. 22. It's the second page. 3 чертога усталый странник ведут к окончанию многотрудного пути. 3 чертога у победитель Мары проведут тебя через 3 состояния в 4-е, а оттуда в 7 миров, миры вечного покоя. And the idea is that the third hall, that it's called wisdom, is wisdom of discernment. It's not the real wisdom, because you, from the correct discernment, you will be taken to the 4th until the 7th, and it's pretty much what is represented here. Мысль в том, что третий чертог мудрости – это не высшая мудрость, это мудрость развлечения. И эта мудрость может нас привести из 3-го чертога к вот этим мирам вечного покоя, к 7 этим мирам. Perfect. Окей. Прекрасно. 3 в 4, 7. 22. 3 в 4, 7. Не более, не менее. Ни более, ни менее. Да. Вопросы еще, друзья? Да, представьтесь, пожалуйста. Анна, вы рассказывали про доктора, да, к которому пришли 3, чтобы он их стал обучать. Вот они пришли, он один из обучаемых через год перестал обучаться. Что делать доктор? So this example you gave about doctor. Yes. 3 people came to the doctor to study with him, and the doctor started teaching them. Yes. But one of them stopped teaching after 1 year. What does the doctor have to do? Bad karma. Плохая карма. Доктора или у того Doctor's человека? karma or that person? The person. У того человека. Что делать доктору прощать? What to do for doctor? In fact, this is called discipleship. Это и называется ученичеством. It is an association between an aspirant and a master. Это связь между устремленным и учителем. And the voice of the silence, well, not only the voice of the silence, other literature too, the Mahatma letters talk about that. It will take minimum 7 lives. И голос Безмолвия и письма Махатм говорят нам, что минимум должно пройти 7 жизней. I think they don't expect us to learn in the first day. Но я думаю, они не ожидают от нас, что мы в первый же день всему научимся. And they don't expect the ones that they adopt to learn in 1 day also. И также они не ожидают от тех, кого они принимают на обучение, что они в один день все освоят. In the Mahatma letters, we see very often they say, try. В письмах Махатмы очень часто они говорят нам: старайтесь, пытайтесь, Try. пытайтесь. Try. I think if we stop trying,
then we fail. Если But мы, until we are trying, we are going on. если мы перестанем стараться и прикладывать усилия, тогда мы потерпим поражение. Но пока мы прикладываем усилия, мы продвигаемся вперед. But from what we read about fellowship, that is this process of being associated with the master, Но из того, что мы читаем об ученичестве, о связи с учителем, if the Shela really breaks the link with the master, если чела на самом деле разрывает эту связь с учителем, karma is terrible. то это ужасная карма. That's all I can say. Вот все, что я могу сказать. Меня зовут Ирина. Скажите, пожалуйста, а если человек не хочет рождаться в следующей жизни, перевоплощаться, у него нет такого желания, хочется что-то другое, что его ждет? Так не рождаетесь. Human being doesn't want to be born in the next life. He wants something else, something different. What is going to happen to this person? Become a Buddha? Then you don't need to be born again? In the next life. In the next life. You have to become a Buddha in order to not be drawn again to life? Надо стать Буддой сначала. По-другому никак. But if you become a Buddha, you don't need. You have already learned everything here. Когда станете Буддой, тогда уже нет нужды приходить. И еще один вопрос по поводу гомосексуализма. Если это идет от ума, значит это болезнь ума? И какая карма у этих умных? Well, in fact, What about the karma of this intelligent people? well, I think I don't want to be politically incorrect. Я не хочу быть некорректным. I think, let me say in a very Brazilian way, Давайте я скажу очень по-бразильски. what a person does, it's not my problem. То, что кто-то делает, это не моя проблема. Here in Russia, you may be not У нас А? с корректностью все в порядке. Yeah. I have no problem with Мы любой ответ принимаем. politically correct or incorrect. No problem. In my country, yes, you can be arrested if you say something like that. А в моей стране нет, могут арестовать, если что Ну, такое. вы же Oh, сейчас в yes, нашей it's стране. Мы a вас big problem, But big now problem. you are here, not in your country. Okay, but well, I don't want You have to come to, back. you know, my way of looking at this is that my problem is not your business, it's my business with my master. Мой взгляд таков, что мои проблемы это не ваши проблемы, а мои проблемы с моим учителем. And your problem is your problem with your master, not mine. И ваши проблемы это проблемы ваши с вашим учителем. That's more or less the way I look. Вот как я, в общем-то, на это смотрю. So I think there are good indications that you know when you drive on the other side, how do you say? Contramão. I understand. You can speak Brazilian. Well, we'll say it then. Когда мы гоним по встречной полосе. I think to be in this line of homosexuality is to be na contramão of history. Я думаю, что быть гомосексуалистом это как идти навстречу потоку истории. But it is for us to decide if we go forward or if we go backwards. Но от нас зависит, двигаемся ли мы с эволюцией вперед или назад относительно эволюции в прошлом, деградирования. So I try to respect each other's option, although it's not my option. Поэтому, хотя это не тот выбор, которого я придерживаюсь, но я стараюсь уважать выбор каждого человека. Может быть, добавление у кого-то по теме, пожалуйста, можете поделиться. А еще что-нибудь интересует? Наталья, да, у вас будьте добры, пожалуйста, один кто-то будет спрашивать, да, Светлана? Одновременно мы не будем спрашивать друг друга, да? У нас Наталья. Скажите, пожалуйста, как вот остаться альтруистичным, работая в первом, втором, третьем чертоге,
над эмоциями и чувствами. How can these people work with our emotions and feelings in the first, second, and third chambers? Let me talk about the Dalai Lama. Story I told yesterday, and I will repeat today. The Dalai Lama went to the University of Brasilia to receive a gift, to receive a trophy. Я расскажу историю о Далай-ламе, которую я вчера упоминала. Он поехал в университет в Бразилии, чтобы получить некий приз, некую награду. And there was all that Buddhist stuff with all decorations, all the theater was there. Его прибытию украсили все буддийской атрибутикой, буддийскими символами. Then they put the microphone in his mouth. Потом ему дали микрофон. And he said something very simple. И он сказал нечто очень простое. He said, we think it will be very good for others when we become altruists. Он сказал, мы думаем, что другим будет очень хорошо, когда мы станем альтруистами. Like we are taking care of others and we are left behind. So it will be good for others, not for us. Как будто мы заботимся о других, а нас самих забывают и нами как бы пренебрегают, поэтому это будет хорошо для других. But he said, but it's wrong, because when we are egoists, we see our problems this size. Но на самом деле это не так, потому что когда мы эгоистичны, нам кажется, что наши проблемы очень большие. And we see the problem of others this size. А проблемы других людей кажутся нам очень маленькими. And we suffer from self-pity. Мы страдаем от жалости к себе. When we are altruists, we see our problems in the same size of others. Когда же мы альтруисты, мы видим наши собственные проблемы на том же уровне и в том же размере, как и проблемы других людей. So we are the ones that are more benefit from being altruists. Поэтому именно мы сами получаем наибольшую пользу от того, что мы альтруисты. I never forgot that. Я никогда не забывала этой фразы, всегда ее помню. If we think of our era, if we think about depression, if we think about drugs, isn't it self-pity? Если мы подумаем о нашем времени, о проблемах с наркотиками, с депрессией, которая очень распространена, разве все это не связано с жалостью к себе? But when we look around and see the problems of others, then we say, oh, my problem is not so big. It's like going to a hospital. You arrive there, you say, oh, I have no problem, because there's so much worse problems than yours there. Когда мы видим по сторонам, мы сразу смотрим по сторонам, мы сразу видим, что наши проблемы не такие большие, как когда мы приезжаем в больницу, мы сразу понимаем, что у нас, в общем-то, проблем никаких нет. So I think in every stage we must look around and see the circumstances of everyone, and not only our circumstances. Поэтому всегда, мне кажется, нам нужно смотреть по сторонам и видеть обстоятельства, в которых находятся другие люди, а не только наши собственные. And this helps us to be altruistic in every stage. И это помогает нам оставаться альтруистами на каждом этапе. Спасибо большое. Еще у нас есть время достаточно. Давайте, может быть. Да, можно дополнение по теме, которую представляла Изис. Татьяна. Мне кажется, что понимание альтруизма как жертва, да, как желание сделать что-то для других, оно начинается не тогда, когда у нас уже какое-то понимание необходимости этой жертвы, а формирование самого понятия альтруизм, которое Блаватская вкладывает, она очень серьезно относится вот к этому пониманию альтруизма.
и считает, что теософ может стать именно только тот, кто использует кто проживает этот альтруизм. Мне кажется, что альтруизм начинается тогда, когда человек как личность жертвует своими привычками, своей жизнью ради своего высшего «я», ради того, чтобы очистить свои тела, будем так, эмоциональное, ментальное тело, свои тела для того, чтобы эти тела были пригодны к духовной энергии, чтобы они были достаточно чистыми, пропуская духовную энергию, становясь, поднимаясь выше. Вот альтруизм начинается тогда, мне кажется. She doesn't understand altruism. Понимаю. Altruism is a sacrifice, she says. Well, we become altruistic, not just when we get the desire to do something good for others, and HPB is very serious about altruism in Theosophical literature. Yes. But rather when we wish to sacrifice our personal habits Yes. to our higher self, Yes. to purify our bodies, our principles, to be able to provide this higher level of energy. Okay. Святослав, еще туда же, когда альтруист осознает себя альтруистом, он альтруист? Another interesting addition to the question: when an altruist realizes that he is an altruist, is he still an altruist? No, I didn't yet. When It's playing of words. When somebody thinks, "Oh, I'm an altruist," Okay. is he still an altruist then? Okay. I think the goal of the voice of the silence is to show that the bodhisattva path is better than the open path. Я думаю, что цель книги «Голос Безмолвия» показать, что путь бодхисаттвы лучше, чем открытый путь. But we can say several things. Once I was in a seminar of Tibetan Buddhism, and the Lama said, no one looks for spiritual life if he hasn't problems. Но здесь можно сказать несколько вещей. Однажды я была на семинаре по тибетскому буддизму, и лама сказал, что никто не будет искать духовной жизни, если у него нет проблем. So we first look for solving our problems. Поэтому That's the first motivation. в первую очередь наша мотивация в том, что мы ищем, как решить наши собственные проблемы. The moment we see that others have problems and we start sharing, we are in the second motivation. Когда мы начинаем замечать, что и у других тоже есть проблемы, и мы начинаем делиться с ними тем, что у нас есть, мы переходим ко второму уровню мотивации. When we realize that others have more problems than us, then we are in the third motivation. Когда мы начинаем осознавать, что в общем у других больше проблем, чем у нас одних, то тогда мы переходим на третий уровень мотивации. And that third motivation is called bodhicitta. И этот третий уровень мотивации называется бодхичитта. It's the mind of the Buddha. Это Bodhicitta. Chitta, thought. разум или мысль Будды. Mind of the Buddha, it's bodhicitta. The Lama said, no one gets to the third one without passing first for the first motivation, then the second, then the third. So it's one step, then the other, then the other. И лама сказал, что никто не переходит на третий уровень, не пройдя сначала через первый и второй. Поэтому это ступени, через которые мы должны пройти. What HPB tries to show is that the advantages and the disadvantages of working spiritually only for yourself and working spiritually for others. Елена Петровна показывает нам преимущества и недостатки того, чтобы работать духовно только для самих себя или для других. If you work very well, very intelligent for yourself, you go in the yoga path and you develop yourself. You may become a fakir. Если очень умно и очень устремленно мы работаем над развитием себя, мы идем по пути йога, и мы можем стать факиром. But if you develop altruism, then you are connected with higher energies and you go further.
Но если мы работаем для других, и мы альтруистичны, то мы можем продвинуться дальше и получить связь с высшими энергиями. Of course, the bodhisattva path is more dangerous. When you go with your feet, it's less probable that you sleep. Конечно, путь бодхисаттвы более опасен, потому что когда мы только работаем собственными силами, собственными энергиями, то менее опасно, если мы подскальзываемся, это менее опасно для нас. That's why she takes a whole chapter saying the advantages and the disadvantages of working for oneself and working for others. Поэтому в целом разделе этой книги она разъясняет преимущества и недостатки того, чтобы работать для себя, и того, чтобы работать для других. But anyway, if you develop altruism and if you don't work yourself, you are stuck. В любом случае, даже если мы развиваем альтруизм, но не работаем при этом над собственным развитием, мы застряли. You have to develop the motivation, but you have to work yourself anyway. Мы должны развивать нашу мотивацию, но и работать над собственным развитием мы тоже должны. And also there is the thing of generosity, dana, the first paramita. Есть еще вопрос данный, первый парамита щедрости. If you think, okay, I'm living to benefit humanity. Now I'm going to practice the paramitas. So you went from the second chapter to the third one, you start the paramitas. Если мы подумаем, вот я живу для пользы других, теперь я буду заниматься развитием парамид. Мы переходим на следующий уровень пути. The first paramita is generosity. Первая парамита – это щедрость. You think, oh, I'm living for humanity. Am I not generous? Мы можем подумать, вот я живу для человечества, разве я не щедр? But you are not perfect in generosity. Но вы несовершенны в щедрости. You have developed a degree of generosity, but you are not perfect yet. Вот вы развили некую степень щедрости, но вы еще не совершенны в ней. And that's the moment you may become a dukpa. И вот в этот Because there is still some selfishness in yourself. И в этот момент мы можем стать дукпа, потому что есть в этом некая эгоистичность. So once you associated yourself, or you are associated with higher beings, then you have to develop the paramitas in perfection. It's not just a bit, it's go through. Когда мы получаем связь с высшими существами, мы должны развить эти совершенства, эти параметры до максимальной, до полной степени, до совершенной степени. Мы должны пройти весь путь до конца. And there is something about the paramita, the dana, and also about sacrifice. Dana has 3 levels. Есть кое-что связанное с данной и с жертвой. У даны есть 3 уровня. You can give goods, material things. Мы можем давать людям материальные блага, вещи. It's the first level. You can give protection. Это первый уровень. Мы можем предоставлять им защиту. It's the second level. Второй уровень. But you can give instruction. It's the third level. И мы можем давать им учение. Это третий уровень. And also the word sacrifice means sacred task. Sacro officio. Слово жертва в английском sacrifice происходит из слова священная задача. And you are really sacrificing yourself when you take a task as sacred. И вы можете по-настоящему пожертвовать собой, когда вы воспринимаете вашу задачу как священную задачу. When you say, oh, so painful, I have to do that, you're not sacrificing yourself yet. Когда мы вот так вот думаем, о, это будет так больно, неприятно, мы еще не жертвуем себя. So there are several steps, and we don't. It's not healthy to think that we are bigger than we are.
We have to go from where we are. Поэтому есть несколько шагов, и это не очень правильно и вредно думать, что мы больше, чем мы есть на самом деле. Мы должны начать там, где мы есть. We have to see what are the stones inside our feet and work out and go our steps. But looking at the direction, because the direction is more important than anything. To go backwards is the worst thing we can do. Мы должны найти камень в своем ботинке и работать, решая наши проблемы. Но мы должны всегда держать в поле зрения цель, потому что это самое важное. И если мы вдруг пойдем назад, то это самое худшее, что мы можем сделать. If we think that we are not jealous yet, it will take at least 20 lives. Say again. If we think that we are not jealous yet, it will take at least 20 lives. Let's do it properly. What is in front of us? Okay. Если мы думаем, мы еще не чело, на это потребуется минимум 20 жизней. Давайте будем как следует заниматься тем, что у нас сейчас перед нами. But the more altruist we are, the more blessings we receive. Но чем более мы альтруистичны, тем более благословения мы получаем. Sorry that the answer was too long. Извините за долгий ответ. Нет, Я хотела не мешает ли наш Подождите, давайте, кто там еще? Хотела Все одновременно. в дополнение к тому вопросу, который задала слушательница, вот об альтруизме, который, вернее, о нюансе в альтруизме, который связан с альтруизмом, который мы совершаем в условиях комфорта и дискомфорта. So there is this difference between altruism when we feel comfortable and everything is well, and altruism that we show when it's bad, it's hard. What is the difference between them? For me, the real altruism is when there is no option. Then you think it's your duty and you do it. Для меня альтруизм — это когда нет никакого выбора, когда я думаю, вот это мой долг, и я это делаю. Еще вопрос был еще, да? Вы можете это делать, когда вам хорошо, и вы настроены на то, чтобы помочь другим людям. Но вы можете делать в ситуации, когда вам совсем нехорошо. И вообще вы намерены заниматься чем-то другим, но тем не менее, преодолевая себя, вы занимаетесь этим вопросом или той деятельностью. Это разные вещи, на мой взгляд. So she comments this. I think it's two different things. When it's comfortable for you, you can be disposed to help others. It's one story. And another story, when it's bad, it's a problem for you. You don't want to do it, but you see that it must be done. Two different things. Yes, yes. I think life offers us always an easy path and a not so easy path, always. Я думаю, жизнь всегда нам предлагает простой путь и не такой простой путь. And sometimes, if we are thinking very much of our personal comfort, we are slow. И если мы очень много думаем о нашем удобстве личном, то мы двигаемся очень медленно. And when we are slow, life does that with us. И когда мы двигаемся медленно, жизнь нас вот так Go. подталкивает, двигайся вперед, и тогда мы начинаем двигаться. There was this question about the altruist who thinks, oh, I'm an altruist. Okay. Is he still an altruist? Well, there are several steps. We are not masters of it. We are children. We are going in this direction. The problem is to set the direction. Есть несколько шагов. Мы еще не учителя мудрости, мы дети, но мы должны двигаться в правильном направлении. Вот такая задача — установить правильное направление. Я не волшебник, я только учусь. Спасибо, пожалуйста. Не мешает ли наш альтруизм течению кармы других людей? Well, if we do it wrong, yes. But
Well, there is I talked yesterday about the protection wall. The saying says that help the few hands that prevent the forces of evil to win completely. Если мы делаем что-то неправильно, то может помешать. Вчера я говорила о некой защитной стене и о том, что нужно помогать тем сильным рукам, которые не дают силам зла выиграть и победить окончательно. I think our attitude must be always of being helpful. If we are going to be helpful, really, it's another question. Поэтому я считаю, что наш подход, наше отношение должно быть такое, что мы всегда должны стараться принести пользу. А уже получится, принесем ли мы пользу, это другой вопрос. Sometimes mothers overprotect their children. Иногда матери слишком сильно защищают своих детей. And sometimes this prevents the child to develop himself. И иногда это мешает ребенку развиваться. So it demands altruism, but it demands wisdom too. Так что нам нужен альтруизм, но также еще и мудрость. But I really don't think that this attitude of not interfering with others' karmas, I think I prefer another attitude. Но вот этот подход, это отношение, что не вмешиваться в карму других людей. Я предпочитаю придерживаться другого подхода. Because karma is a question of learning. You never know if the person will learn or not. Потому что карма – это вопрос обучения, развития. Мы никогда не знаем, научится ли этот человек или нет. You may help, and the person still goes on making wrong things. And, well, мы можем помочь исправить проблему, и человек будет по-прежнему продолжать совершать те же ошибки. But as there is this wall of protection, I think we, at least I think this for myself, we should try to become little pieces of sand of this wall, helping as much as we can. Но поскольку существует эта защитная стена, я считаю, что мы должны, по крайней мере, я считаю, что я должна стараться стать песчинкой в этой стене, пытаясь помочь. А может, нужно помогать только когда тебя попросят? Maybe you should only help when you are asked. When you are asked. Yes. You should only help when somebody asks you to help. Well, it's part of wisdom, yes. Ну, это как часть вот этой мудрости, которая нам нужна, может быть. Yes. But, you know, even a smile can help someone. Даже ваша улыбка может кому-то помочь. You know, that helping is a very wide name. You may help in multiple ways. If you send love to people, you are helping, and you are not interfering with anyone's karma. Помощь – это очень широкое понятие, можно помогать очень по-разному. Например, если мы отправляем кому-то нашу любовь, направляем, да, то мы не вмешиваемся ни в чью карму. Ну, это я имела в виду. Есть еще 3 минуты, вы хотели что-то сказать, да? Значит, хотелось бы добавить, что рано или поздно в жизни каждого человека наступает такой этап, когда он сам проявляет альтруизм, потому что он не может поступить иначе. Он чувствует, что только такое сердечное действие является единственным возможным в данной ситуации, которая складывается вокруг человека, или то, что он как может себя проявить в данном действии. И второе, что я бы хотела сказать, мы
На своих занятиях, когда проводится День Белого Лотоса и день рождения Елены Петровны Блаватской, мы часто цитируем произведение «Голос Безмолвия», «7 врат и 2 пути» и «Ключ к теософии». И мы уделяем большое внимание толкованию вот этих идей и актуализации на них внимания. И поскольку здесь сегодня вспомнили о том, что содержится в тайной доктрине, то я бы хотела напомнить о том, что там также говорится о том, что во времена Атлантиды цивилизация достигла огромнейшего развития, и люди стали гигантами в знании, но одновременно и гигантами во зле. И вот этот урок, который должно извлечь человечество из этого, в том, что мы должны стать мудрее, добрее и, наверное, больше сначала проявлять альтруизм, чем получать конкретные знания. И в введении в тайной доктрине 2 раза сказано о том, что вот в первом случае сказано о том, что те сведения, которые здесь содержатся, они собраны и содержатся в многочисленных томах, разбросанных по всему миру, в священных писаниях. Но также там сказано о том, что здесь содержатся также и оккультные сведения, которые содержатся в жизни, вот именно в жизни адептов арийской расы. И это сказано в введении. Да. Это в первую очередь жизнь и подвиг жизни. Вот все, что я хотела. Sooner or later, in every human person, in every person's life, there is a moment when altruism becomes the only choice. There is no other choice. Yes. That becomes the only way to act in this specific situation. Yes. That's one idea. Another idea. Perfect. First idea? Perfect. Первая идея прекрасна. In our lessons, when we meet for White Lotus Day or HPB's birthday, yes. We often read the Key to Theosophy, the Voice of the Silence, the 7 Apostles, the 2 Paths, and we talk a lot about these ideas and we really focus on them because they are very important. Yes. About the sacred doctrine. Atlantis, the sacred doctrine tells us that Atlantis achieved very high level civilization. They had a lot of knowledge. They became giants in knowledge, but they also became giants in evil. Yes. So she says maybe the lesson that the humanity should draw from this example is that we should first look for kindness, wisdom and altruism, but not so much for specific knowledge. Well, and also that I have something to say. And in the intro to the sacred doctrine, we said that the information gathered to compile a sacred doctrine is scattered in thousands of different volumes and teachings all over the world. Yes. But also in the life itself. Some occult knowledge that comes to life itself. Completely. С третьей идеей тоже полностью согласен. Well, I have to say something to say about this point. Комментарий к второй про атлантов. Well, say again. So, the people in Atlantis became giants in knowledge, but they also became giants in evil. Mm-hmm. So maybe the example that we should draw, the humanity should draw from that is that, the lesson we should draw from that is that we should first try to become wiser and kinder and more altruistic, more than looking for specific knowledge. Yes, I think we don't all walk with only one leg. Мы все не ходим только на одной ноге. And no bird flies with only one wing. Никакая птица не летает только с одним крылом. So, one leg is altruism. Одна нога альтруизм, а другая саморазвитие. If we think about flying birds, you cannot work only with altruism. You have to work with knowledge too.
Если мы подумаем про наше развитие, про духовный путь, мы не можем продвигаться только альтруизмом. Мы должны заниматься саморазвитием тоже. From what I get from these teachings is that if altruism doesn't come first, there are more dangers. Из того, что я могу понять из этих учений, если альтруизм не первая наша мотивация в нашем развитии, Of bad не use of приходит knowledge. первым, то тогда больше опасностей неправильного употребления знаний. But we need both. Но нам нужно и то, и другое. Otherwise, you cannot really help. If you don't develop yourself, how you are not going to be able to help. Иначе мы не можем на самом деле помочь. Если мы не развиты, как мы можем помочь? Значит, человек, вот как сосуд, да, у Хазрата, Динаята Хана, там, сначала мы должны наполнить сосуд, а потом вот, можно часть альтруизма уже в себе. А потом? Отдавать человечеству. So, Israel Khan is not gives this example. We should first fill our glass, and when we can give this water, this liquid to others. Yes. This idea is correct. Yes. Well, if we don't become altruists first, we fill our glass and we drink it ourselves. Если мы не станем сначала альтруистами, то мы собственный сосуд наполняем и сами же это выпиваем. That's it's when you get the motivation, you are not able to do it yet. Когда у вас появилась мотивация, вы еще не способны помочь в этот момент. You have to develop yourself in order to be able to do it for others. Нам нужно развиться, чтобы стать способными помочь другим. And that's exactly what HPB says. You can live an intelligent life, and you can cut out a lot of suffering, but you are stuck with yourself. Это именно то, о чем говорит Елена Петровна Блаватская. Вы можете продвигаться по пути ума, вы можете устранить очень много страданий, но вы застряли на самих себе. And this path goes up to a certain point. И этот путь ведет только до определенного уровня развития. The bodhisattva path, or the path of the heart, is much wider and it goes further. А путь бодхисаттвы намного шире, и он ведет дальше. You get the motivation of giving for others, then you fill your glass, then you give for others. Если у вас появляется мотивация помогать другим, вы наполняете свой сосуд и это как бы поете других. Спасибо большое. У нас есть выступление Константина Зайцева. Просим послушать. Это информация о переводе на русский язык комментариев к «Голосу Безмолвия». Хочу представить вам книгу. Дело в том, что существуют обширные комментарии к «Унук учителя», к «Свету на пути», «Голосу Безмолвия», сделанные Безент и Литбитером под названием «Беседы о пути оккультизма». Вот пока мы выпустили одну только часть по «Голосу Безмолвия», это второй том серии. Если какой-то, кстати, интерес эта книга вызовет, то, может быть, будут изданы и другие части. Тут, во-первых, рассказывается достаточно подробно о том, как была написана эта книга, кто, возможно, ее автор. И дальше даются, собственно, тут больше 300 страниц в этой книге, достаточно подробные комментарии на все пункты, и весь текст «Голоса Безмолвия», он тоже тут приведен, и перевод проверен. Дело в том, что вне зависимости от того, правильно ли поняли Безент и Литбитер, духовный смысл этой книги, они, будучи англичанами, уж точно поняли английский язык, ее лучше, чем мы. Поэтому по вот контексту того, как они это не поняли, удалось некоторые подправить моменты в самом тексте. Я, к сожалению, не смог, хотел принести достаточный запас этих книг, но она только что вышла, и на складе их не оказалось.
к следующему нашему занятию 16 мая я их, наверное, принесу. А так, вообще, вот это издательство «Апреля», там их можно заказать. Она достаточно дешевая получилась книга, при такой достаточно большой толщине она порядка 200 рублей стоит. В магазинах, конечно, она будет дороже, но вот это издательство, оно старается цены держать низкими. Да, на сайте нашем «Теософии в России» этот текст давно уже выложен, просто издательство очень долго это выпускало, потому что они все не могли найти деньги на это издательство. Да, и еще, кстати, кемеровчане выпустили первый том собрания сочинений Джаджа. Тоже очень, более еще толстый, чем вот это вот. Да, рассылка информации есть там. Спасибо. Да. Спасибо огромное. Первая часть у нас.